Заставим врагов отступить. Ну, флаг тебе в руки, демон. Лови чемодан. Hasta la vista, baby. Ха, ну что теперь? Ультимативная броня. Сдавайся. Ты косой, демон. Точность у тебя 25%. Сейчас я зайду тебе в корму. Посмотрим, как ты горишь. А я в тебя и не целился. Я целюсь в бомбу. Она уничтожит тебя наверняка. В бомбу целишься? Ну тогда лови. Ну вот и все, бомб больше нету, тебе конец. Я безоружен, нужно скорее добраться к заводу и установить мои орудия обратно. Он медленный как черепаха, надеюсь я успею. Парни, нету времени объяснять, просто залатайте меня и верните мои скорострельные орудия обратно. Ватник, я знаю, что ты задумал, и не буду сражаться с безоружным. Как только будешь готов, я готов с тобой сразиться. Спасибо, парни, молитесь за меня, демон уже тут как тут, и он ждет дуэль. А вот и ты, надеюсь, в этот раз ты не сбежишь с поля битвы. Спасибо, что дал мне фору, благородный поступок, время начинать дуэль. Как горохом об стену, сейчас я лопну тебя как арбуз. Твоя броня — это настоящее читерство. Без захода в корму у меня 0 шансов. Я не дам себя обойти, ты проиграл еще до начала битвы. Можете не прятаться, инженеры, я знаю, что вы здесь. Колобок сражался храбро и отважно, поэтому вы заслужили на пощаду. Ваша задача просто выполнять поручения, и вы будете жить. Скоро нас посетит владыка, так что ведите себя, как полагается, пленникам. Инженеры, у меня для вас есть договор. Восстановите для меня Колобка, и я вас отпущу. От имени всего инженерного коллектива заявляю, мы с демонами переговоры не ведем. Никто нас живыми не отпустит, парни, как только закончим Думаю, мы договорились. Я займусь чертежами прокачки. Каким чертом нас вообще сюда занесло? Теперь до конца своих дней будем выполнять поручения Левиафана. Я думаю, Левиафан сдержит слово и отпустит нас. Просто нужно выполнять поручения. Сомневаюсь, что в нем есть хоть капля сочувствия. Закройте свои рты и продолжайте работу. Вы меня утомили своим нытьем. Работайте, не покладая рук, ватники.
Это вам не солнечный курорт. Здесь Левиафан ставит задачу, и если она не выполняется, вы идете в переплавку. Нужно что-то придумать, чтобы сбежать. Ты же понимаешь, что живыми нас не отпустят? Если будем выполнять поручения, у нас будет шанс. Не отвлекайся, я не хочу, чтобы меня переплавили. Где это мы? Почему здесь так жарко? Молча тащите повозки и не задавайте глупых вопросов. Это ад. А из них получились неплохие рабочие. Интеллект у них на высоком уровне. Согласен, это не наши бестолковые берсерки. Советские солдаты способны мыслить. Мать честная, вот это да! Вы сдержали свое слово, осталось мне сдержать свое. Вы свободны, ворота завода открыты, у берсерков приказ не открывать огонь. А я же говорил, что нас отпустят! Время демонизировать Колобка. Для тебя есть первая задача. К западу от завода движется отряд советов. Ликвидируй их. Не могу поверить, что нас просто так отпустили. В чем же подвох? Все это потому, что Левиафан танк слова. Смотрите, парни, это разве не по нашу душу? Время испытать новенькие пушки и устроить небольшое сафари на неприятелей. Я проехал такой длинный путь, чтобы сразиться против стальных ведер. Ну, это просто максимальное неуважение к противнику. Эй, вы, ватники, даю вам право первого удара. Стоп, машина! Орудие в боевую готовность! Задача остановить врага. Ну, братки, это было позорно. Вам удалось лишь поцарапать мою броню. Обычными снарядами его не взять. Запускай ракету «Шторм». Это было больно. Откуда у них такое оружие? Мы понемногу отрываемся от преследования. А подмоги все не видно. С врагом на хвосту ехать к заводу плохая идея. Нужно его сбросить. Ух, и медленная же задняя передача. Не могу догнать даже таких советских старичков. Эй, вы куда, братва? Справились с врагом без меня? Он у нас на хвосте и прячет свое уязвимое место. Ну, и чем вам поможет еще один гигант? Я не дам себя окружить. От моей ракеты ничего не спрячешь. Смотрите. Не слабо его потрепали ватники. Как они смогли пробить сапфировую броню? Меньше пустой болтовни. Тащите его в портал, или я вас сожру. Броня в наше время мало в чем поможет.
Колобок – это тому доказательство. Распотрошите его на детали, я внесу в чертеж кардинальные изменения. Броню демонтировали, орудия переплавили, а кузов восстановили к заводскому состоянию. Мой чертеж новой мегапушки уже готов. Сейчас же приступайте к ее изготовлению. Это будет мощно, врагам не поздоровится. Эти снаряды проломят любую бронепластину. Поднимайте, но аккуратно, никуда не спешите. Колобок, очнись. Ну, слава богам, наконец-то тишина. Я хорошенько отдохнул за эти несколько дней. Мы отбили все атаки на наши позиции, но какой ценой? Используем время тишины для эвакуации подбитых танков. Мы с Бурмилой соберем небольшой отряд и отправимся в серую зону на вылазку. Отличная идея. Возможно, вам удастся найти кого-нибудь, кто уцелел. Берегите себя. Мать родная, сколько же потерь мы понесли. И это за несколько недель боев. Солдаты, эвакуируйте подбитых союзников и поживее. Мы пока что продвинемся вглубь серой зоны. Может, найдем кого-нибудь живого. Этот лес усеян подбитыми танками и ни одного выжившего. Какой ужас! Враг не считается с потерями и даже не забирает подбитых с поля битвы. Стоп, машина! Не двигайся! Впереди движение! Расскажи, как устроена ваша оборона. Все наши попытки прорыва были обречены на провал. Я не офицер и мало что знаю об этом. Либо ты говоришь, либо станешь одним из этих. Глазами солдата я видел, что после каждой вражеской атаки нас посылали в контратаку, чтобы враг не закрепился. По количеству войск я точно могу сказать, что все заводы СССР и союзников работают на максимум. Их, похоже, двое. Это что, КВ-5? Огонь по колонизатору! Слава Иисусу, товарищи, не стреляйте, я свой. Поднажми КВ-5, за тобой хвост. Бетониус прошел полную модернизацию и готов к получению боевой задачи. Наша миссия проникнуть в логово врага и уничтожить систему связи. Твоя задача обойти линию фронта по западным рубежам Союза, оставаясь незамеченным. Для этого все передвижения будут ночью. На железнодорожной станции Мирный-1 тебя уже ожидает отряд штурмовиков. Сириус, ты отправишься вместе с Бетониусом. Удачи вам, парни! А вот, собственно, и тот, на чьих плечах мы прорвемся в центральный штаб врага. Мне нужно поговорить с командиром отделения разведки и проложить безопасный маршрут.
Самым безопасным будет продвижение по хвойным лесам. Так мы подберемся незамеченными как можно ближе. Отлично, тогда отдохните хорошенько, отправимся как только стемнеет. Мы пока что на нашей территории, но вскоре зайдем в серую зону и придется сбавить обороты для снижения уровня шума. Так точно, будет сделано. Как только завяжется бой, все держитесь позади Бетониуса. Это наш живой щит. Первым делом после оккупации этих земель мы должны вырубить все эти заросли. Терпеть их не могу, ничего не вижу. Стоп, колонна! Прямо по курсу наблюдательный пост врага с тревожной кнопкой. По тревоге сюда прибудет целая армия, а наша цель еще далеко. Я разберусь с ними по-тихому, положитесь на меня. Ты это слышал? Опять эти дикие кабаны. Второй раз я на это не поведусь. Дело сделано, двигаемся дальше, парни. Мы израсходовали львиную долю всех запасов нефти, и это может обрушить наш фронт не слабее вражеской армии. Мы должны увеличить добычу. Но тундра не под нашим контролем. С момента создания американского и демонического Дориана она ничейная, а добыча остановлена. Войска Левиафана попросту уничтожают всех добытчиков непрерывными набегами. Но мы не можем держать там целую армию, и Левиафан этим пользуется. Отправлю ему телеграмму с интересным предложением. Письмо советского профессора? Они что, капитулируют? Нет, мой владыка, это вызов на дуэль самого сильного из наших гигантов. Победители получат полный контроль над тундрой и заберут добычу нефти себе. Территории там огромны. Это хорошо увеличит наш вклад в победу, и мы отхватим тундру в этой дуэли. Ну, и где демоны? Опаздывают. Булыжник – сильный оппонент. Помните, демоны, проигравшие вправе забрать павшего воина. Для нас правила не писаны. Пожелайте мне удачи, парни. Тундра будет нашей. Дуэль начнется на дистанции 2 километра, и я снесу тебе башню, демон. Да я и из этой дистанции разнесу тебя в клочья. Без шансов. Лови болванку. Я прогрызу твою броню. Эти земли принадлежат Левиафану. К черту эту дистанцию. Я иду на сближение. Ты выбрал ближний бой, тогда я уничтожу тебя в клинче. Смотрите, парни, наш герой КВ-44 возвращается.
Я остановил врага и заставил его отступить, но они обязательно нанесут еще один удар, и нужно подготовиться как следует. Ты сейчас же отправляйся на ремонт. Еще одну такую битву тебе не пережить. А мы тем временем эвакуируем всех танков с поля битвы и немного пополним запасы ресурсов. Только без геройства, парни. Как только на горизонте появится угроза, сообщите профессору в центральный штаб. Докладывай, воин, как все прошло? Мы уже можем начинать операцию по прорыву второй линии обороны Советов? Никак нет. Мы размотали все наши войска об их первую линию. Нет, ты же просто шутишь. Ты же мне лично докладывал, что задача выполнена на 95%. Врагу на помощь прибыл КВ-44, и наше наступление застопорилось. Не хочу слушать отговорки. Небольшой ремонт, пополнение резервов и вторая атака. Твой новый танковый батальон штурмовиков сформирован и готов к новому заданию. Прорвите эту чертову линию обороны, либо я вас всех переплавлю. Как новенький, и наконец-то снова сможешь вершить подвиги. Осталось лишь установить новенькие огневые модули. Вы только посмотрите, это же КВ-5, а я думал, ты уже давно не жилец. Приветствую, товарищи! Я выжил лишь потому, что меня пленили в первый день вторжения. Если обладаешь важной информацией, то скорее отправляйся в центральный штаб на встречу с профессором. На передовой линии тебе не место, здесь слишком опасно. Мой главнокомандующий, у меня плохая новость. Мы потеряли единственного информатора. Во время вылазки на разведку вражеской тактики обороны враг нанес внезапный удар. Это тот информатор, что присутствовал во время моей аудиенции с Левиафаном. Так точно, это был он, мой верховный. Он очень много знает, и его нужно ликвидировать. Я лично догоню его в тылу врага. Пропустите его, я его знаю. Почему ты безоружен и без сопровождения? Первая линия совсем расслабилась. Треть пути меня сопроводил Фиджеран, а дальше я сам. Наша разведка докладывает об вражеской активности в нашем тылу. В нескольких местах была попытка открытия адских порталов. Лучше тебе переждать некоторое время на моих позициях. Полевой ремонт и качественный дизель тебе не помешают. Ты только посмотри, Дориан, у нас здесь незваные гости. Это верховный главнокомандующий войсками колонизаторов, и он по мою душу. Мы тебя не выдадим, просто сиди тихо. Стой, незнакомец, дальше прохода нету. Я не пришел сражаться с вами, я веду честную игру по правилам. Я ищу перебежчика по имени КВ-5, просто отдайте мне его и обойдется без маслопролития. Не видали такого? Для нас те, кто побывал в плену, это предатели Родины, и их всех ждет переплавка. Тебе здесь не рады, убирайся по-хорошему, чужак. Твой ответ принят, великан, значит будет по-плохому.
взрывная. А это еще что такое? Я сопроводил КВ-5 ближе к второй линии обороны. Надеюсь, он беспрепятственно добрался к ней. Как он мог выжить в плену? Вам не кажется, что он нас предал и выдал врагу все, что знает? Вы лучше займитесь работой, парни. Нечего разводить сплетни на позициях. Оставим это профессорам. Тогда поехали на разведку, Фиджерон. Первая линия обороны Советов не поддается ни нам, ни нашим союзникам. Уж больно хорошо они окопались. Придется помочь нашим новым друзьям и вместе проломить вражеские рубежи. Пока КВ-6 будет отвлекать ватников на западных рубежах, мы отправим подмогу колонизаторам на юг. Я готов повести эту армию. Ратте и Карл тоже пойдут с тобой. Время как следует прожарить совков. Явились, не запылились. Мы уже было подумали, что вы не собираетесь выполнять обещания, демоны. Больно рано вы списали нас со счетов. Левиафан собрал лучших из лучших для прорыва фронта. Меня зовут КВ-44, это Ратте и Карл, и мы пришли к вам на подкрепление. У нас все меньше времени. После утечки информации врагу станет известна наша стратегия. Значит, отправляемся сейчас же, не теряя ни минуты времени. Этот гул гусениц, ты тоже его слышишь? Это гиганты Левиафана. Полная боевая готовность, товарищ. Сейчас будет жарко. Только посмотрите, они бегут при одном нашем виде. Посмешище, а не воины. Поднасыпем им маленько. Уж больно они смелые. Ты смотри, они еще огрызаться посмели. Поджарим их, парни. Хоть мы давно и отказались от ядерного вооружения, наш враг продолжает активно его использовать. Но возобновив производство боеголовок, мы рискуем засадить все наши земли, и они станут непригодны для жизни. Напоминаю, что бои идут на нашей территории. Дав слабину сейчас, мы рискуем провести всю оставшуюся жизнь в изгнании, потеряв родные земли. Ты прав, лучше носить химзащиту, но надеяться на то, что безумный Левиафан нас пощадит, это неразумно. Значит, собираем бригады строителей и отправляемся на хутор Кулибина для постройки Кулибинской атомной станции. Стены завода должны быть прочными и надежными. Это будет важнейший объект всего Союза. Оружейный плутоний мы исчерпали полностью, и настало время для начала обогащения урана. Пока мы занимаемся заводом, наши шахтеры уже добывают урановую руду в шахтах. Ну вы и фоните, ребята! Ваша смена закончена! Отправляйтесь на мойку и не забывайте принять антирадин. Мы отлично постарались, и наше производство максимально безопасное и чистое. Сейчас мы ожидаем на первую поставку урановой руды и сможем запускать производство обогащенного урана. Ты ни в
курсе, что за объект мы охраняем? Никак нет. Это под строжайшим секретом. Главное молча делать свою работу. Чем он ближе, тем меньше у меня шансов. У него попросту больше орудий. Обездвижу его. Кем же нужно быть, чтобы идти на верную погибель ради скважин с нефтью? Ответь мне, ватник. Дело вовсе не в нефти. Эти земли наши по праву, и я буду стоять до последней капли масла. Когда Левиафан положил на что-то глаз, то он отнимет это любой ценой. Эта броня уже не в первый раз спасает мою жизнь. Выпишу профессору премию. Ничего не вижу. Вот же хитрый ватник. Ты уже проиграл. Убирайся с нашей тундры. Лучше просто уничтожь меня. Я не вернусь к владыке с плохими новостями. Я так и знал, что все вы безумцы. Как и договаривались, можете эвакуировать павшего гиганта. Мы свое слово сдержим. Но когда мы вернемся, чтобы духу вашего здесь не было? Ты жив, булыжник, и это значит победа за тобой, и враг повержен, не так ли? Все верно, профессор. Тундра наша. Мы все профукали, наш владыка. Враг победил в дуэли. Долой с глаз моих. Не хочу вас видеть, бездари. Подъем, парни, хватит отдыхать. Я вышел на связь со штабом, и новости не очень. Левиафан перебросил подкрепление колонизаторам, и они еще больше усилили натиск на нашу оборону. Но наша операция запланирована на темное время суток, иначе придется пробиваться с боем. Боюсь, у нас нету столько времени, и придется начинать прямо сейчас. Прогревайте двигатели, солдаты. Наш враг уже близок к исчерпанию своих сил. Мы должны продолжать и лишь усиливать наш натиск. Наш верховный главнокомандующий прямо сейчас сражается на второй линии обороны против Дориана, и прорвав первую линию, мы ему поможем его уничтожить. При первом же визуальном контакте открывай огонь на подавление, Бетониус. И ни в коем случае не сбрасывайте скорость, парни. Наша задача пробиться к их логову. Так точно, я вместе со штурмовиками зачищу норы и уничтожу ретранслятор. Вижу врага, Бетониус, огонь! Что это за чертовщина? Внимательно осматривайтесь и ищите что-то похожее на огромную радиостанцию. Будьте осторожны. У нас проникновение. Задача зачистить тоннели и защитить ретранслятор. А вот и враги. У нас получилось застать их врасплох. Огонь! Тебе конец, тебе конец, тебе конец. Я
Я их задержу. Ищите оборудование, товарищи. Ну вот теперь твоя скорострельность настолько высока, что пришлось расширять твой боекомплект КВ-44. И все эти боеприпасы с незритовым напылением нужно загрузить в твой кузов. Для интенсивной схватки этого боекомплекта не хватит и на 5 минут. 5 минут будет достаточно для того, чтобы превратить любого противника в металлолом, так что можешь не волноваться. Начинайте погрузку. Наши северо-западные рубежи сейчас без поддержки гиганта. Отправляйся по готовности, КВ. Значит так, берсерки, слушайте меня внимательно. В этот раз у нас должно все получиться. И раз мы здесь надолго, то придется оборудовать полевой штаб и ремонтную площадку. Не позволим врагу выдворить нас, как в прошлый раз. Ну что, братишки, соскучились по мне? Явился, не запылился. Ну уже, хвастайся. Вижу у тебя новенькие наполированные пушки. Так точно, пушки новые и только из коробки. Надеюсь, уже совсем скоро мы их испытаем на врагах. Тогда устраивайся поудобней. От врага ни слуху, ни духу уже больше 10 дней, и это настораживает. Наконец-то наш плацдарм готов, и нам есть где перегруппировывать силы. В этот раз наша атака начнется после мощной артподготовки. Ракет у нас хоть отбавляй. Устроим ватникам фейерверк. Честная, а это еще что такое? Ну что, тебе понравилось? Даю время подумать еще немного. Парни, вам опасно здесь оставаться. Похоже, он никого из нас в живых не оставит. Заговаривай ему зубы, Дориан, а мы с КВ-5 постараемся удрать по-тихому. Остынь, гигант, я еще жить не передумал, поэтому готов тебя выслушать еще раз. Я не пришел сражаться как крыса, мои войска ведут наступление на первую линию обороны. Мне всего-навсего нужен тот КВ, что был моим пленником, отдай его мне, и я исчезну. Ну, раз так, тогда хорошо. Нам этот предатель-перебежчик не нужен. КВ-2, время немного погеройствовать и выиграть для КВ-5 времени. Подыграй мне, и я обещаю, что тебя не брошу. Я отправляю его к тебе, только без глупостей, чужак. Но это не он, это другая модификация КВ, но уж точно не КВ-5. Вы что, играться со мной вздумали? Укройся за тем подбитым демоном, он нас раскусил. Ну вы меня разозлили, и пощады вам не будет. Я жив, не волнуйся за меня, Дориан. Поджарь этого скорострела. Не высовывайся, товарищ, я постараюсь с ним разобраться.
прячешься. Оставлю тебя на десерт, КВ. Первым уничтожу Дориана. Это мы еще посмотрим, кто кого. Объемы производства поражают. Поверить не могу, что нам это удалось. Завод выдает больше тонны обогащенного урана в сутки, и мы уже начали производство боеприпасов. Самое время посетить производственный цех. Ну, что скажешь, брат? Каков твой вердикт? Это именно то, что поможет нам стабилизировать линию фронта и остановить войска оккупантов. Но боюсь, что вскоре этот завод станет целью номер один для наших врагов. А вот и первая отгрузка материалов с этого объекта. Настало время нам узнать, что же здесь производится. Мать честная, так много снарядов и ракет ядерного типа я еще никогда не видел. Оказывается, мы стоим на страже до чертиков важного объекта всего Союза. Это уж точно, и медальки нам после такой работенки обеспечены. Ну что, разузнал что-нибудь новенькое? Есть одна утечка, необходима в проверке, но информация весьма полезна. У меня нету полного доступа, я обычный страж, но ходит слушок о возведении нового завода по производству ядерных компонентов. А совсем недавно был набор добровольцев на работы в шахте по добыче урана. Мой владыка, разрешите доложить, у меня для вас важнейшая новость. У нас новые успехи на фронте? Никак нет. Похоже, оборона врага вскоре станет еще сильнее. Они построили завод по обогащению урана и наращивают производство ядерных боеприпасов. Придется нам поломать их планы, иначе все наши войска вскоре превратятся в пепел. Что за грохот, парни? Вы что, нарвались на отряд врагов? Дела куда хуже. Это не просто солдаты колонизаторов. У нас на хвосту целая армада вражеских гигантов. И у нас есть немного времени подготовить позиции к обороне. Солдаты, отдых закончен. Все занимайте свои огневые позиции. Сейчас будет жарко. Ты только посмотри, они реально удрали при одном нашем виде. Рано радуешься, нам все равно придется пробиваться с боем. Они просто отступили с серой зоны на первую линию обороны. Нанесем удар первыми. Все в укрытие, парни! Враг открыл огонь! Поджарим демонов! Целюсь в ядерную бомбу! Ха-ха! Вы это видели? Рикошет от ядерной бомбы! Еще чуть-чуть, и мы бы взлетели на воздух! Не стоит так рисковать! Держись позади нас, демон! Ну, и чего вы встали? Наступление уже началось, и гиганты Левиафана вступили в бой, а сейчас ваш черед вступить в схватку. Силы спецопераций ватников штурмуют наш пункт управления, и перед нами стал выбор помочь вам, либо спасать свой штаб, и наш выбор очевиден, можем лишь пожелать вам удачи.
похоже, отбился на некоторое время. Парни, прием! Как ваши успехи? Повторяю, как ваши успехи? Нашли ретранслятор? Чем дольше мы здесь, тем больше у врага шансов нас окружить. Пока ничего, брат. Т-34 ищут станцию, а я пока зачищаю тоннели. У меня новый контакт. Поговорим позже. До связи. Что ж вы, гады, все никак не угомонитесь? Время вам убираться с нашей земли. Не останавливайтесь. Вперед, вперед. Мы должны здесь пройти. Другого тоннеля нету. Нужно ускориться, товарищ. Сириут не сможет долго их сдерживать. Времени в обрез. Этот проход для вас закрыт. Я не дам вам пройти. Прием, как слышно. Враги прорываются в вашу часть тоннелей. Ретранслятор однозначно рядом с вами. Найдите его. Вперед, вперед. Наша задача защитить ретранслятор. Зачистите тоннель любой ценой. Окружите этого великана. Он заблокировал наш единственный вход в штаб. Задача его уничтожить. Смотри, солдат, это похоже на большую станцию связи. Это то, что нам нужно. Время заложить взрывчатку. О нет, моих парней уничтожили. Эвакуируй кого сможешь, но оставаться на позициях – это верная погибель. Я выдвигаюсь на встречный бой. Пожелай мне успеха, товарищ. Ну как вам, ватники? Вижу, КВ-44 решил бросить мне вызов после того, как я поджарил его мартышек. Приказываю всем оставаться на месте. Он мой и только мой. Какие же вы, понторезы, демоны, жалкие копии настоящих героев. Тебе не пережить мой удар. Точность у тебя никудышная, ватник. Лови залп. Плохие вести из передовой, братишка. Наш северо-западный рубеж пал вместе с КВ-44. Только проблем в тылу нам и не хватало. Нужно встретить врага на второй линии обороны как следует. Лично возьми командование на себя, брат. Старый добрый КВ-44 уж точно уклонился бы от дюжины моих ракет. Этот ваш искусственный интеллект сделал из гиганта бестолковую железяку, не способную принимать быстрые решения. Затащите его в ад, прямиком к Левиафану, и доложите владыке, что первая линия обороны врага прорвана. Убегай отсюда и не оглядывайся. Доложи профессору, что мне нужна помощь. Поторопись. Время проломить твою броню, гибрид.
Бежать или не бежать, разницы нету. Я все равно найду и уничтожу всех причастных. А теперь время превратить тебя в решето, незнакомец. Ух ты, гадина инопланетная! Не стоило тебе меня злить, потому что я Дориан! Маршал Т-28, с чем пожаловал? Вам нужно выслушать этого бедолагу. Он прошел плен колонизаторов, и у него есть важные сведения. Внимательно тебя слушаю, КВ-5. Мы не справляемся без Верховного. Придется позвать его на помощь. Что с тобой? Почему глаза покраснели? Тебе что, поплохело от пары пробитий? Когда я в ярости, мне нету равных. Приготовься отправиться к предкам. Союзники нуждаются в моей помощи. Это важнее пленника КВ-5. Испугался моей ярости и сбежал. Знал, что еще чуть-чуть, и его броня перестала бы держать удар. Не сбавляйте натиск, вперед и только вперед. Мы должны справиться и без наших союзников. Они бросили нас в самый сложный момент и еще ответят за это. Я бы мог выдвинуться в авангард и взять основной удар на себя. Что скажете, парни? Опасная затея. Ты можешь погибнуть, и причем очень быстро. И в то же время кто-то должен замедлить продвижение врага. Просто хорошенько меня прикройте, и я их задержу. Смотрите, ватник камикадзе, такого не грех поджарить первым. Враг в засвете, Давид, теперь твой выход. Навожусь на демонического Карла. Ракета, берегитесь! Минус орудие, теперь я не боеспособен. Это очень плохо, лучше отступить и вернуться еще раз. Значит, оттягиваемся назад, но огонь не прекращаем. Продолжать сближение, но враг прекратил натиск. Наш черед перейти в контрудар. Они видят нашу слабость и перешли в наступление. Не волнуйся, у нас есть чем их удивить. Применим ядерку. Этого не может быть. Это же самый бронированный гигант Левиафана. Кто же смог его победить? Все покрыто тайной и мраком. Похоже, что в армии Левиафана начались внутренние разборки, и кто-то попросту убрал сильного конкурента. Затащим его на завод. Профессор Т-1 этот монстр однозначно заинтересует. Не верю собственным глазам. Пельмень, он пробыл в лапах Левиафана больше года.
Не хочу знать, каким способом вы его одолели, или не вы, но я сейчас же займусь чертежами. Модули воссозданы согласно оригинальным чертежам. Еще чуть-чуть, и мы вернем тебя в строй, пельмень. Наконец-то финал. Можем начинать сборку гиганта. Американцы? Где же я? Ты выпал из жизни на целый год, и многое изменилось. Готов к выполнению любой боевой задачи, профессор. Отправляйся в портал, там тебя введут в курс миссии. Мой владыка, гигант КВ-44 повержен, и мы готовы сейчас же затащить его в ад. С этой минуты ни одна гусеница советов не побывает в моих владениях. Ни живого, ни подбитого. С ними всегда много проблем. Эта локация отлично подойдет для постройки полевого ремонтного цеха. Здесь мы и восстановим этого монстра. Сейчас же приступайте к постройке полевой мастерской. Нам еще предстоит прорвать вторую линию обороны СССР. Вы наши последние незадействованные резервы, парни, и части из вас придется отправиться на вторую линию обороны, дабы остановить продвижение войск Левиафана. Если есть добровольцы, дайте мне знать. Уран, готов перейти под ваше командование. КВ-88, помогу всем, чем смогу, профессор. Отлично, вас двоих будет достаточно. Отправляемся прямо сейчас. Поторапливайтесь, Левиафан приказал скорее поставить этого гиганта в строй нашей армии.